Привет, это про кино. Сегодня у нас особенный выпуск. О сериалах, которые не так на слуху, как «Игра престолов» или «Во все тяжкие», но при этом могут приятно удивить. Это те самые скрытые жемчужины. Где-то с сумасшедшими сюжетами, где-то с необычной атмосферой, а где-то с таким уровнем драмы и юмора, что непонятно, почему об этих проектах до сих пор знают только избранные. Тебя ждет второй сборник малоизвестных сериалов, которые точно заслуживают внимания. Так что устраивайся поудобнее, сейчас будет интересно. Поехали! «Оставленные» — это не просто сериал. Это крепкая драматическая штука с философским уклоном, которая умеет удивлять, трогать и временами слегка взрывать мозг. Итак, обычный день, и вдруг 2% всего населения Земли просто исчезают. Без объяснений, без следов. А в центре событий полицейский из небольшого городка. Вроде бы должен наводить порядок, но у самого в жизни все идет куда-то не туда. Это история о том, как справляться с утратой, с вопросами, на которые нет ответов. И с собой, когда все вокруг теряет смысл. Главные роли исполнили Джастин Терру. Раньше был сценаристом, но здесь он показывает, что и актер отменный. Кэрри Кун. За эту роль получила массу хвалебных отзывов. Позже блистала в «Фарго» и «Призраки дома на холме». И Реджина Кинг, актриса с Оскаром и несколькими Эмми. Зрители отмечают, что это сильный, необычный, цепляющий сериал, но не для всех, требует внимания и терпения. Если вы ищете сериал, который не просто развлечет, а действительно зацепит, попробуйте «Оставленных». А вот еще одна интересная история. Маленький городок, кладбище, и вдруг несколько человек встают из могил. Они живы и в полном здравии, но ничего о себе не помнят. И вот тут начинается настоящая история с вопросами, на которые не так просто найти ответы. «Сбой» – австралийский сериал в жанре мистической драмы. В актерском составе Патрик Браммал. Его мы видели в комедийном сериале «Колин из бухгалтерии». Ханна Монсон позже появилась в сериале «Соседи». И Роб Коллинз запомнился по сериалу «Умник» и театральным ролям, включая «Короля льва». Актерский состав крепкий, играют убедительно и держат атмосферу. Сериал собрал ряд престижных австралийских наград, как лучший драматический сериал. Отзывы у зрителей в целом положительные. На MDB стоит 7,2 из 10. Вывод. Первые 2 сезона однозначно стоят просмотра. Это атмосферная, необычная драма с мистикой и интригой. А 3-й сезон скорее для тех, кто хочет просто узнать, чем все закончилось. Лови еще один интересный проект. Главный герой Джон Тавнер не просто разведчик, а парень, у которого работа связана с тем, что он притворяется обычным офисным сотрудником. И вот ему нужно спасти мир. А мешают не только злодеи, но и бюрократия, депрессия и его собственные песни в стиле фолк. Да, он реально пишет и поет про свои спецоперации. «Патриот» – это шпионский сериал с приколами от голливудских киноделов. Кто тут играет? Майкл Дорман поет, страдает, шпионит, известен по сериалу «Джо Пикет». Терри О'Куин, батя-разведчик. Помните Лока из «Остаться в живых»? Так это он. Майкл Чорнус, брат-конгрессмен, помогает как умеет, а умеет по-разному. Куртвуд Смит, начальник на работе. Если видели сериал «Шоу 70-х», сразу узнаете. MDB дает высокую оценку 8,2 из 10. Зрители пишут: абсолютно гениально, смесь юмора, драмы и боли. Это сериал для тех, кто любит черный юмор, умные сценарии и нестандартные ходы. Итак, сериал «Белая зона». Французско-бельгийская история про маленький городок, который стоит в глухом лесу, где даже мобильная связь не ловит. Атмосфера сразу давит. Изоляция, тишина и все вокруг какое-то подозрительное. В центре сюжета инспектор Лорен Вайс. Она профессионал, но с непростым прошлым. И ей приходится разбираться в серии преступлений и исчезновений, которые будоражат город и наводят жутковатые мысли о том, что лес здесь не просто фон. Актеры. Сулиан Брахим. Много лет играла в Comedy Frances. Есть престижные награды. Хуберт Делатер играет местного колоритного персонажа Нунурса. За эту роль получил приз на фестивале в Люшане. Лоран Капеллютто хорошо известен по фильмам и сериалам. Рейтинг IMDb держится на уровне 7,4 балла из 10. В целом, «Белая зона» – это мрачный криминально-мистический триллер, рассчитанный на любителя необычной атмосферы и неспешного повествования. Также сегодня у нас на разборе сериал «Двойник». Представьте, обычный клерк в секретной конторе узнает, что прямо под носом у него портал в параллельный мир. И там есть он же, только другой, уверенный, жесткий, прямо агент 007. Получается такой «я против себя», но в масштабе 2 миров. Про актеров. Главного героя исполнил Джей Кей Симмонс. Помните злого учителя из фильма «Одержимость»? Он тут играет сразу 2 себя и делает это круто. Еще есть Оливия Уильямс, сильная женская роль. Гарри Ллойд, да-да, тот самый из «Игры престолов». И еще куча других отличных актеров.
IMDb дает 8,1 из 10. Критики сериал боготворят. Мол, умный, напряженный. И Симмонс просто машина. Зрители тоже довольны, особенно первым сезоном. Второй немного спорный, но все равно смотрибельный. Кто-то жалуется, что затянули, а кто-то говорит, да это вообще лучший шпионский sci-fi. Так что если хотите шпионскую драму с изюминкой, «Двойник» обязательно к просмотру. А если вам нравится Джей Кей Симмонс, тут их сразу 2 по цене одного. Пришло время разобрать бельгийский сериал «Кордон» 2014 года. В Антверпене появляется какой-то мутный вирус, и власти решают отгородить часть города стеной. Внутри остаются обычные люди, которым теперь приходится как-то выживать без доставки еды и нормальной медицины. Ну и, конечно, власти что-то явно не договаривают. В общем, это не просто карантин, а настоящий социальный эксперимент. Что у нас с актерами? Их имена нам ничего не говорят, но каст вполне зачетный. На IMDb у «Кордона» стоит 7,3 из 10. Следует заметить, что среди зрителей бытует мнение, будто сериал предсказал ковид. Вывод. Если хотите не просто драму, а атмосферное шоу про выживание в карантине, где люди показывают свою настоящую природу, «Кордон» стоит вашего внимания. Не Голливуд, а честный европейский взгляд на то, как все может пойти наперекосяк. На очереди сериал, который вызывает одновременно восторг, недоумение и желание пересмотреть жизнь. Это О.А. от Netflix. Коротко о сюжете. Девушка по имени Прерия исчезает на целых 7 лет, а потом вдруг возвращается. И не просто так. У нее есть дикая история, новые способности и план, от которого у вас может слегка поехать крыша. Тут и мистика, и научная фантастика, и философия. Все намешано так, что мозг иногда просит пощады. Лидеры актерской команды. Брит Марлинг – не только главная героиня, но и создатель всего этого безумия. И Джейсон Айзекс – тот самый Люциус Малфой из Гарри Поттера. IMDb дает уверенные 7,8 из 10. О.А. – это сериал, который либо зацепит душу, либо заставит выключить телевизор. Итог такой. Если любите странные, глубокие и немножко фриковые истории, этот сериал для вас. Если хотите, чтобы все было просто и понятно, лучше включите что-нибудь полегче. Этот сериал про настоящего чудака-детектива, который верит, что все во вселенной связано. И да, он не просто ищет улики, он идет за странными совпадениями, и это часто приводит к полному безумию. В сериале куча странных событий, тайные организации, паранормальные явления, путешествия во времени, и все это перемешано с черным юмором и приправлено абсурдом. Главные актеры. Сэмюэль Бернетт, британский театрал и киношник, участвовал в фильме «Любители истории». Элайджа Вуд, конечно же, Фродо из «Властелина колец» и еще много знакомых лиц. Сериал получил хорошие отзывы критиков за оригинальность и актерскую игру, но, к сожалению, продержался всего 2 сезона. Не переживайте, этого достаточно, чтобы влюбиться. Рейтинг на IMDb заслуженные 7,8 из 10. Зрители любят сериал за необычный сюжет и харизматичных персонажей. Так что если вам нравятся безумные детективы, научная фантастика и черный юмор, это ваш сериал. Он смешной, странный, иногда запутанный, но однозначно стоящий внимания. Включай холистическое детективное агентство Дика Джентли и готовься к хаосу во вселенной. Ну вот, мы пробежались по сериалам, которые редко попадают в громкие топы, но могут подарить не меньше эмоций, чем большие хиты. Каждый из них по-своему уникален. Где-то это атмосфера, где-то смелые идеи, а где-то актерская игра, от которой невозможно оторваться. Это был канал про кино. Спасибо, что были с нами. До встречи. Впереди еще много киноприключений. Услышимся.